Привет, друзья, Миран на связи. Сегодня нас ожидает еще одна порция музыки от наших соотечественников, еще один субъективный критический анализ альбома, еще один буст для музыкантов на пути к их желаемым высотам. Отчасти для этого мы и делаем MMM Review. Ну а говорить мы будем о московском модерн метал коллективе Age of Rage. Для начала немного вводных данных. Коллектив существует уже довольно давно, года так с 2007-го, но сначала он именовался Иерихон, а потом и только с 2012 года группа носит название Age of Rage. Этот период мы и будем рассматривать. Вообще, музыканты коллектива под всеми вышеперечисленными названиями выпустили уже 3 полновеса и несколько синглов, но мы будем рассматривать весь их творческий прогресс в разрезе актуального релиза, вышедшего в начале этого года под названием Inside Me. Для начала моя тезисная оценка коллектива Age of Rage – перспективная группа. Это значит, что из них может получиться что-то очень стоящее, если они будут вдумчиво работать. Либо они канут в лету с эпитафией и не смогли угнаться за современными тенденциями. Ну то есть и плюсы, есть и минусы. Age of Rage повесили на себя тег Modern Metal. Ну и в принципе не зря. Они действительно прилично осовременились с момента начала деятельности. Они не боятся использовать нестандартные размеры, их рифинг хоть и близок к хэви-металу, но зачастую выходит за его пределы в пользу всяких нулей и металкоровых фишек. И это неплохо, это сейчас модно. Вокал, например, весьма неплох. Фронтмен группы, в полном смысле этого слова, не тянется за привычными тенорами русской метал-сцены, а вполне уверенно работает в своем баритональном диапазоне. У меня красивый баритональный дискант. Ну и в дополнение к видному вокалисту весь остальной состав старается подать себя в нужном свете. Хотите или нет, это тоже очень важный момент в деятельности группы. Однако альбом Inside Me, на мой взгляд, обладает одним большим косяком, не будь которого все остальные мелкие недочеты не повылезали бы на поверхность. Это косяк сведения. Да, я понимаю, что сведение альбома дело очень дорогое, но лучше подкопить деньжат на хорошего практикующего звукорежа, который не остановил свой профессиональный рост в начале 2000-х, ведь фиговый микс он запарывает все композиционные фишки, которые музыканты придумывают не один год. Они просто не воспринимаются на должном уровне. В этом жанре уже наступила эра квадротреков, а все гитары на Inside Me звучат как будто партии прописаны по одному разу, не спавшими трое суток музыкантами, медиатором толщиной полмиллиметра, а ведь надо высекать. В целом даже не так страшно, что музыканты на определенном уровне не докрутили материал. Страшно, что человек-звукорежиссер, который за работу получает деньги, не сказал: вот ты высекай как следует, а ты дубль перепиши, потому что в ноту не попал, а вот здесь добавьте электроники или хоров, потому что аранжировка внезапно просела. Ну, я надеюсь, группа в следующий раз все эти моменты шлифанет как следует. Обложка альбома вполне на уровне, видимо, потому что звукач не приложил к ней руку. Внутри фотки вполне себе статных музыкантов, тексты без названий песен, и их меньше, чем самих песен. Ну, на 3 с плюсом. Ну, визуальная часть практически без претензий, но разве что опять же не экономить. Осталось корректировать музыкальную составляющую, определиться с языком исполнения песен, но это практически уже сделано. Внимательно отбирать треки для альбома, а не приступать к записи, как только наберется необходимое количество песен.
В общем, вердикт: группа сможет, если захочет. Подводя итог, хочу сказать, что все вышеперечисленное можно применить не к одним лишь Age of Rage. До каждой второй группе следует остановиться на своем беге к славе и хорошенько подумать, а есть ли что-то, что можно на их взгляд улучшить. И если есть, то нужно над этим непременно работать. Нужно всегда выкладываться на максимально возможном на данный момент уровне и даже стараться выложиться чуточку больше. Группе Age of Rage с их хорошими исходными данными в виде неплохих презентационных качеств и исполнительского мастерства не хватает лишь немножко усердия, так что подождем их следующего альбома и посмотрим, насколько сильна их воля к победе. Вообще, в который раз убеждаюсь, что есть молодые отечественные группы, которые прям способны удивлять. Вот пока я работал над этим выпуском, то мне попался интересный коллектив, который выпустил пока только интернет-релиз, но он смог меня зацепить. Поначалу я, конечно, удивился сочетанию названия «Змей и радуга» и тега Technical Symphonic Death Metal, но когда я прослушал их миньон, то забил на все смущение от названия. Материал прям очень годный. Советую вам, если вы любите, когда лютое крошево мешают с деликатными струнными пиццикато. Ах да, чуть не забыл. Мы опять решили подогнать ништяки рандомному репостнувшему. Disc Inside Me от Age of Rage получит случайный подписчик, который нажмет на кнопочку «Поделиться» под записью с этим выпуском в паблике Metal Music Madness ВКонтакте. Победителя назовем через недельку. А если ты хочешь узнать о своей группе всю правду в нашем понимании, пиши нам на почту или в личку. А если вы хотите поддержать проект, то делитесь этим видео в своих социалочках или покупайте наш мерч. Все варианты представлены в нашем вконтактовском паблике. С вами был Миран. До связи.